Нехорошие аргентинцы пытаются заработать на туристах. И как же? Прав всегда будет он. Скажите честно, вас жена бьет? В принципе, вдвоем здесь, невозможно находиться. Тютельку в тютельку. Здесь все очень стабильно. Цены растут постоянно. И, естественно, я не помещаюсь. Ложка обувная обыкновенная, необыкновенная золотая из Аргентины. 3 дня поисков. Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке. Говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных и ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости и получение ВНЖ и гражданства. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовится к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарии своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступной каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Веду чат-канал, сейчас он появится на экране, с доступными к покупке объектами, результатами ремонтных работ под моим управлением. Разбираю успешные и не очень кейсы покупки недвижимости в Аргентине. Второе. Выпуски на тему подготовки к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Третье. Выпуски на тему арендной недвижимости. В помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. За последние полгода в Аргентине отмечается массовый отъезд из страны иммигрантов. Я решила побеседовать с Аллой и Владимиром, которые прожили в Буэнос-Айресе продолжительное время. Сейчас они уезжают, но планируют вернуться обратно через несколько месяцев. Мне было интересно разобраться в том, как они оценивают изменения в стране и комфорт жизни для семьи с новорожденным. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, поставьте лайк или плюсик в комментариях. Это будет такой формой общения между вами и мной. Приветики. Привет. Добренький денечек. Хотела узнать, какие ваши впечатления. Вы довольно давно уже живете в Аргентине, продолжительное время, и вот, собственно, хотелось бы узнать, поговорить об изменениях, возможно, которые вы заметили в стране, или подметить какие-то вещи, которые могли бы быть, не знаю, полезными, интересными тем, кто меня смотрит, мой канал, тем, кто живет здесь, может, какие-то рекомендации для живущих здесь, или какие-то советы и подсказки, комментарии для тех, Город называется «Хороший воздух». Буэнос-Айрес. Да, и хороший ветер. А я могу сказать, что плюсов больше, чем минусов, но минусы здесь такие достаточно забавные. Вот. Я могу сразу сказать, что здесь все очень стабильно.
цены растут постоянно, и это стабильно. Причем в долларах. То есть на пересчете в доллары цены подрастают. Да, то есть если мы на $20 раньше могли сходить в ресторан и там, естественно, там, с алкоголем и с мясом это все отведать, то сейчас в районе $50 мы платим. Цены, кстати, еще самолеты подорожали. То есть если раньше там на Игуасу можно было, сколько, по-моему, на двоих где-то за $200 слетать, то сейчас это уже $50. $500, да, получается. Ну, это, наверное, тоже от сезона зависит. Ну, как сезон? Ну, То есть это период март. отпусков? Считается, что это не совсем сезон, то есть уже период отпусков прошел. Куда же отправиться в короткое путешествие на пару дней и недалеко от Буэнос-Айреса? Мой выбор пал на город Сан-Клименте-дель-Тую. Это курортный город в Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес. Он относится к муниципалитету Ла-Коста. Когда вы слышите от аргентинца «в эти выходные я еду на Атлантическое побережье», то знайте, что речь идет об одном из прибрежных городов, так называемой партии Косты. Партия Косты – это территориальное образование, объединяющее многочисленные населенные пункты. Эти города простираются полосой длиной более 100 километров с севера на юг и шириной около 6 километров. И начинается партия Косты с города Сан-Клименте-дель-Тую. Я остановилась в отеле Костаньера Мар. Это семейный отель, один из первых в городе. Эмблемой отеля стало хвойное дерево араукария, которое владельцы отеля приобрели вместе со зданием. Это очень крупное дерево, некоторые экземпляры достигают высоты 60 метров, при диаметре ствола до 1,5 метров. Отель классный. Таким видом на море можно наслаждаться весь день. Но в этот город, Сан-Клименте-де-Тущу, приезжают еще и с другой целью – в термальные источники. Поехали смотреть! Несомненно, главная достопримечательность Сан-Клименте-дель-Тую – это источники Термас Маринос. Это соляные горячие источники, берущие начало из глубоких слоев земли и возникающие при температуре 43 градуса. Воды Термас Маринос славятся минерально-лечебными свойствами благодаря своей температуре и высокому содержанию солей. Стоит отметить, что по сравнению с морской водой в ней в 3 раза больше солей. Кроме того, Термас Маринос имеет 41 гектар парка с различными аттракционами для всех возрастов, плюс 4 бассейна с горячими источниками и для самых маленьких рекреационный бассейн с теплой водой и веселые водные горки длиной более 30 метров. В термах выдают в аренду халаты, поэтому халат можно привезти свой, либо взять в аренду, и вы будете ходить все в белых одинаковых халатах. В 1999 году геологи предположили, что на этой территории есть термальные источники. И они пробурили 2 скважины, которые не дали результат и, соответственно, не привели к выявлению термальных источников. И только на 3-й раз забила вода температурой 38 градусов. Маяк находится в 11 километров от города Сан-Клименте-де-Тую. И этот город чуть-чуть видно с маяка, совсем капельку. Крыши зданий вдалеке виднеются на горизонте. На вершину маяка ведут 298 ступенек, но по счастливым обстоятельствам есть лифт. В
1890 году Николас Авижанеда заказал у французской строительной компании, которая специализировалась на строительстве маяков, этот маяк. И он был доставлен из Франции водным и сухопутным транспортом, по частям, естественно. В 1891 году началось строительство этого маяка, его сборка из составных частей, которые были логистированы. Общий вес этого маяка составляет 100 тонн, и его высота 63 метра. С него открывается суперский вид на мыс, на близлежащую территорию. В общем, крайне рекомендую. Стоимость входного билета в парк Термас Маринос составит для взрослого 18 200 песо, то есть $15, и детского билета около $12 США. Термальный комбо, который включает входной билет, аренду халата, шкафчика и полотенец, а также подъем на маяк, обойдется вам в 26 900 песо, то есть примерно $22. В описании под видео я оставлю ссылку, где вы сможете ознакомиться со всеми тарифами, которые предлагает парк. Какие-то еще ваши постоянные расходы? Кафе, рестораны. Да, они выросли чуть-чуть, правильно? Ну, вот я говорила. Нормально, так чуть-чуть они Да, то есть $20 превратилось в почти 50. Хорошо. Такси. Да, выросло. Но, смотрите, мы приезжали в 23-м году, и Аргентина была, действительно по ценнику, как некая там азиатская страна. То есть сейчас она на уровне тарат европейской страны. То есть не овер много, но вот европейская. Поэтому если бы мы, наверное, приехали сейчас, цена. Вот, то есть это кстати, было бы как... с такси связано очень много прикольных историй, как местные нехорошие аргентинцы пытаются заработать на туристах. И как же? Есть первое, то, что они не включают таксиметр, это счетчик, они отказывают. стандарт. Да. И второе, накрученный... Как будто забывая. Нет, они просто думают, что ты не знаешь, что такое таксиметр. Вот. Второй момент, у них накрученный счетчик, который насчитывает. Но мы здесь, в принципе, по-испански общаемся и смотрим, все нормально. Плюс есть Uber. Вот Uber чуть дороже выходит, но удобнее, что там фиксированная стоимость, уже так не наколоть нас. Да, это интересно. Но я бы сказал, что по первости нужно внимательно, садясь в такси, посмотреть, что они включили этот таксиметр. И второе, если вы увидели, что он как сумасшедший начинает крутиться, надо останавливать такси и выходить. Потому что вы ему не объясните, что у него что-то не так. И никакая полиция в этом смысле там вмешиваться не будет, что прав всегда будет он. Здесь вообще очень интересная история с правами. Может быть, мы так это перескочили с такси. Здесь очень аккуратно нужно вести себя, и мужчине, и женщине, особенно на людях. То есть, если вы в шутку кого-то там друг друга пихаете или толкаете, то бдительные соседи или просто прохожие могут вызвать полицию и, соответственно... Но здесь закон о домашнем насилии работает. Да, и у нас есть очень много историй там из чатов. Даже один мужчина, который здесь давно живет, он писал, что он делал дома ремонт, и, неудачно там что-то там, какие-то балки посыпались, в общем, у него были синяки на теле. И он пошел к доктору с женой. Зафиксировать. Нет, с женой, да, она хорошо говорит по-испански, она там переводила. Вот, и доктор, говорит, на меня так посмотрел, попросил жену выйти. И говорит, скажите честно, вас жена бьет? Говорит, нет, я ремонтом занимался, это вот доски упали. Говорит, это точно, вам ничего не будет, если вы скажете честно, что вас жена бьет. Говорит, нет, все нормально, все хорошо. Ну, это точно все хорошо, да. То есть этот закон работает и в обе стороны, так что и мужчинам, и женщинам нужно вести себя очень корректно. Роды уже у вас в Аргентине случились? Понравилось ли отношение врачей? Во-первых, я пробыла, слава богу, всего 2 дня после родов. То есть так плотно я не успела со всеми познакомиться. В принципе, меня устроило, скажем так. Да. Я бы сказал, что тут, наверное, я больше могу сказать, потому что когда женщина рожает, ей, в общем-то, в основном не до нюансов. А я, впервые столкнувшись с медициной в Аргентине, был в некотором таком шоке, но в положительном. То есть все очень предупредительны, все очень переживали. Когда
происходят роды, то в принципе мужчину здесь совершенно спокойно допускают, там, и ребенка тут же выдают на руки, и ты там с ним Ну просто проводишь выдают, первые держите пока. минуты, да. И сразу столько нюансов возникает. Такие, вот вашего ребенка мы запишем на фамилию, она девочка, соответственно, фамилия будет как у жены. Вы не против ли там как-то так вот, что вот именно такая будет фамилия? То есть для нас это совершенно стандартно, что она будет там, на А или не на А там заканчиваться. Но это очень важно, что фамилия все-таки ваша будет или жены. Вы вот не переживаете, что если вот мы так ее запишем, вот как жена сказала, я говорю, да нет, все, пожалуйста. Но и в целом вот именно эта атмосфера, то есть здесь намного проще относится и с точки зрения, с одной стороны, санитарных условий, да, то есть ты с улицы можешь зайти, не надо никакие бахилы одевать. То есть мы уже там в России без бахил нигде даже там в регистратуру зайти. Или не сменной можем. обуви. Да. Вот, никакой там тебе охраны там с никакими-то там допросами, куда, зачем, что несете там. То есть спокойно можно зайти в палату к своей жене, своему ребенку, принести там С той едой, которую какую-то хочется еду, принести. да, никто там тебя не допрашивает, а что это вы несете. Обычно может? снизу есть кафе, где можно все заказать. Да. Ну и в целом, то есть вот именно такая вот медицина с человеческим лицом, мне вот она очень импонирует и как бы мне понравилось. Потому что в нашей медицине, даже в платной, все-таки там куда пошел? Зачем? Ну, значит, второй раз Бахилы одел. рожать будешь ты. Квартира бизнес-класса. Вот это Джон Миллиметрон. Сначала нужно зайти, и потом можно только закрыть за собой дверь. Тютельку в тютельку. Вторая моя боль – это, конечно, длина ванной. Она, мне кажется, здесь 1,60 м максимум, причем в остальных квартирах я смотрела, то же самое. Так как у меня 175-180 в квартирах, это прям боль. И, естественно, я не помещаюсь. То есть, если сравнить вот с биде с туалетом, это вот 2 туалета. Вот вторая ванная в этой квартире. Вот с таким шикарным видом. Высокий этаж. Алла, что это у тебя в руке? Это артефакт, познакомьтесь. Ложка обувная обыкновенная, необыкновенная золотая из Аргентины. 3 дня поисков. Заходили в каждый магазин, где так или иначе была представлена обувь, хотя бы тапочки. На кике. Я говорю, вот ложка. Купили, пользуемся, радуемся. Попыталась научить местную няню ей пользоваться. Успешно? Нет, она не смогла в итоге ее использовать как-то с помощью пальца по старинке. А это, да, это нет, все. Нам квартиру сдали с этим ящиком, и после дождя появились вот перцы. Они, собственно, красные, жгучие, но все еще цветут. Кому надо, могу выслать. Кухня бизнес-класса, собственно, все есть, вся техника. Помимо стиральной машинки, сушка, тостер. Но есть один маленький косяк. По ширине с одного человека здесь все. И дверь. Видимо, для того, чтобы повар, когда приходил, закрывался, что-то готовил, и запах никуда не шел. Но, в принципе, вдвоем здесь невозможно находиться. Квартира бизнес-класса. Видимо, надо доставки заказывать и по ресторанам ходить, не готовить. Так, и как мы сейчас выходить будем? Ух ты, система! Вот мы сейчас посмотрели квартиру, есть какие-то свои тонкости, да, здесь в рынке арендной недвижимости, вообще в рынке недвижимости в Аргентине есть свои особенности. Во-первых, плотная застройка, вид из окон не всегда удачный, то есть нужно с трудом много приложить усилий для того, чтобы найти квартиру с более-менее приятным видом. Узкие кухни, которые тоже типичны в Аргентине. В принципе, небольшого размера комнаты, все, как гостиная, так и спальни, не слишком просторные. И такие же крошечные санузлы. Что скажете по поводу квартиры, когда искали, да, какие ваши были первые впечатления? И в целом по району, например, если селиться в Палермо или сравнить Палермо с Пуэрто-Мадейро, который тоже популярен среди наших. Смотрите, мы, получается, жили сколько? 3 дня еще в Пуэрто-Мадейро.
помимо того, что там скучные свои особенности, кстати, там все-таки есть объединенная кухня-гостиная, к которой мы привыкли. Достаточно нормальные по размеру спальни, при этом гардеробная, которая больше, чем туалетная комната. Ну, я бы на самом деле сказал, что для меня самое удивительное было то, что если даже этот дом бизнес-класс и там считается, что с хорошим ремонтом, то все равно вот уровень их ремонта, если вот даже в Пуэрто-Мадейро мы смотрели, но это настолько тяп-ляп сделано, что по нашим меркам это просто, ну, какой-то ужас. Ну, то есть вот даже здесь в квартире, там, когда, видимо, застройщик этот дом сдавал, там, ну, раскололи плитку, ну и раскололи. Также ее на стену наклеили, что он там расколот, ну и бог с ним. Мы же жили в Зен-Сити, считается одним из лучших комплексов Пуэрто-Мадейро, и там видно, так, мы здесь ведем розетку, ой, у нас закончились провода, давайте скотчиком подклеим, и нормально держится, главное, не дышим, держится. То есть, Провода скотчем были подклеены? ну, там не скотч, там какая-то вот такая замазочка, такая заляпочка, Ну, в общем, да, всё, то как есть это говорится, на соплях из говна и палок, вот как это по-простому, если по-рабоче-крестьянски. Да. Вот, и это во всем, даже вот в топовых комплексах в Пуэрто-Мадейро. То есть, наверное, есть какие-то уникальные квартиры, но нам такие не попадались, чтобы вот там было все прям с иголочки, чтобы все было прям вот по фэншую. В Пуэрто-Мадейро вы переезжали, уже живя здесь, в Палермо, правильно? Ну да, я люблю путешествовать. Иногда, да. Решили Нет. разнообразить свои будни? Нет, у нас задача была такая, что когда мы вернемся сюда, где мы будем жить? Потому что в Палермо мы пожили, все так нахваливают Пуэрто-Мадейро, и мне нужно было понять, мы сможем там долго жить или нет. Поэтому мы взяли и поехали туда жить. Собственно, вот. Поэтому у нас был такой Ну экспириенс. и какие ваши выводы? Ну то есть понятно, что как бы качество стройки как в Пуэрто-Мадейро, так и в Палермо не слишком отвечает как бы вот нашим привычным стандартам. Есть, ну, у нас там своеобразный запрос. Мы не только сидим там дома, мы очень часто гуляем. Мы гуляем каждый день. Мы привыкли там кофе пить на завтрак не дома, а где-то, обедать либо ужинать тоже где-то. И Пуэрто-Мадейро для меня пустой в плане того, что там практически отсутствуют человеки. Из прикольного то, что когда мы парашевар с собой брали еду на вынос из ресторана, как голуби облепляют бомжи, то есть так их не видно, но они появляются, как только у тебя еда в руках. И подбегают, и как гулечки такие, дай еду, дай еду, отдай еду, отдай. И вот действительно хочется так сказать, кш-кш-кш. Ну, я бы сказал так, что Пуэрто-Мадейро, он действительно заповедник, и там действительно хорошо с безопасностью, но он очень специфичен в том смысле, что если, ну, скажем, мужчина работает, а у него жена с маленьким ребенком, то вот ее совершенно безопасно выпустить гулять по Пуэрто-Мадейро, особенно в дневное время суток. Да и вечерняя, то есть? Там у многих комплексов там свои большие-большие территории, где и внутри можно гулять. Ну и сам, собственно говоря, Пуэрто-Мадейро действительно безопасно. Вот. Но с точки зрения ощутить, как живет Аргентина, какой-то колорит, Пуэрто-Мадейро этого не будет. То есть там такой какой-то он выхолощенный, такой какой-то весь такой офисный. Стеклянный. Стеклянно-оловянный, да. Это Москва-Сити, наверное, с Дубаем можно сравнить. То есть, на самом деле, важно очень понимать, чего хочется, потому что если ты хочешь окунуться в атмосферу и побродить по улочкам, здесь вот зашел как бы на одну улочку, тут такие подъезды, там зашел в другую улочку, тут другие, тут кафе такое, тут кафе сякое, где-то что-то обшарпанное, где-то что-то новое. Ну, в общем, как-то по городу ходишь, и вот, опять же, люди везде разные, там, перешел через одну кварту, там совсем другой, как бы, район получился. Вот. Какой-нибудь район все перешел? стандартно, все как бы более-менее хорошо, все более-менее цивильно, но и в то же время достаточно скучно. Вот. Но если хочется безопасности, то, наверное, ничего лучше, чем Пуэрто-Мадейро, мы здесь не нашли. Да, ну то есть если приезжать просто рожать и потом уезжать, и это Пуэрто-Мадейро. Насколько я поняла, вы планируете через какое-то время снова вернуться. Сейчас у вас запланирован отъезд, и через какое-то время вы планируете вернуться в Аргентину. Что вас привлекает в этом? Почему вы все-таки желаете и стремитесь к тому, чтобы вернуться? Буэнос-Айрес.
Свежий воздух. У нас Слушайте, на самом деле мы в принципе вообще путешественники, мы очень много где жили, где ездим по разным странам. Даже вот здесь мы уже объехали достаточно большое количество городов, съездили в Уругвай, посмотрели, как там люди живут. То есть нам интересно именно проникаться в культуру, в глубину, да. Смотреть, как живут люди, чем они дышат. На самом деле у нас есть задача. Мы хотим подняться, не на сам Фицрой, но вот походить там, потрекать. То есть это где-то минимум на неделю. В Патагонии вы уже были? Да, мы объездили. Наверняка вы были. Нет, на Перито Морено мы не ездили, мы ездили по Руте 40. То есть я здесь Мы уже взяли машину и погнали да, по то есть самой мы уже красивой ездили дороге. здесь на машинах. То есть Барелочи, получается? Лос-Андес, Сан-Мартин, Лос-Андес, да, Виша Ангустура, вот Рута 40, остров, по-моему, Виктория он называется, вот эти круги всякие нарезали. То есть у нас остался Фицрой, я вот хочу точно на Фицрой, но Перито Морено, конечно, можно. Китов я, в принципе, видела в Доминикане, почему нет? И хочу провинцию, которую в России называют Джужуй, здесь она через Х. Хухуй ее правильно все-таки название, Сальто. Да. Вот там вот эти два разноцветные горы, солончаки. Да, это красотища. Ну, Это пусть И как самобытность прямо. Да. На самом деле, да. если не ограничиваться именно Буэнос-Айресом, то страна очень интересная, прекрасная. И то, что мы смогли сами лично посетить, и на машине проехать, и заезжали в маленькие городки, ели в маленьких каких-то харчевнях. На самом деле вот этот колорит, он очень действительно располагает. И люди, которые нам встречались, действительно, аргентинцы очень доброжелательные, очень радушные, очень милые люди. То есть, если судить только по одному, собственно говоря, Буэнос-Айресу, то здесь у нас тоже все хорошо. Все соседи с нами здороваются, все очень вежливые, очень радостные. Но как я говорил уже, там таксисты думают, как тебя надуть, в кафе думают, как тебе что-нибудь тоже там обобрать, не долить, не доложить. Не во всех. Конечно, но я говорю, здесь уже начинается рандом, то есть... Я бы, наверное, сказала так, что есть туристические места, и когда люди зарабатывают на туристах, они зарабатывают. А есть места для местных, когда... Вот в Крило мы жили в отеле, где мы были первыми иностранцами, они такие «Вау!» И им прям интересно, они такие «Вау!» Это в Карелово тогда? Ничего Да, себе. мы в Карело были. Оказалось такое достаточно известное место, и мы уже это- излюбленное российскими Отель, в туристами. котором мы ночевали, по рекомендации как раз местного, такого обеспеченного местного, то есть не подвел отель, вообще прекрасно, но для русских. То есть я им еще очень долго объясняла, что надо там НДС минусовать, какие-то такие приколы. Интересно. Но было интересно, что вау, из России, класс. Он говорит, у нас в основном в аргентинцы, у нас нет иностранцев, классно так. И это люди там просто внутри этого отеля, когда узнавали, такие, классно. Вообще, в целом, по менталитету, как вам аргентинцы, и насколько комфортно здесь жить? Чувствуете ли вы себя иностранцами, чужими? Какое-то отношение к вам, не знаю, предвзятое? Помимо, понятно, что если кто-то видит, в плане из туристической сферы, да, возможно, там, как в такси, сталкиваетесь с какими-то моментами. Но если говорить про day-to-day, то есть прям день изо дня, вы ходите по магазинам, покупаете продукты, вы общаетесь с обслуживающим персоналом, там, например, в здании, с Энкаргадо, с охраной, какие-то еще люди, которые встречаются и, возможно, обращают внимание на ребенка, потому что, они, да, в основном тоже реагируют. Какие-то моменты такие тонкие по именно атмосфере Буэнос-Айреса можете подметить? Мучо моментов. На самом деле, расскажи, как ты покупала пельмени в магазине. Да, я решила попробовать местные равиоли. Пошла в супермаркет, взяла там 2 вида и пиво. Не к равиоли, а потому что, пиво. И на кассе молодой человек прибивает и такой говорит, я вам пиво не пробью. Я такая, подождите, у вас нет сухого закона, в чем дело? У меня уже давно 18, поверьте мне. Он говорит, потому что к равиоли надо белое вино. Я говорю, и что? Говорит, не пей.
пиво с равиоли, это гадость. Возьми вон там, вот, хочешь, я тебе пойду и покажу, какое лучше вино взять. И вот он очень не успокоился, пока я не сказал, что у меня есть белое вино, я буду с белым вином, Да. а вот это пиво, это отдельно, вместе я их не буду. Мужу. Не буду мешать. Более того, в доме винный шкаф. Вот, да, то есть вот и он прям вот хотел, мне говорит, ну куда? На самом деле, да, мы часто сталкиваемся с тем, что вот именно простые аргентинцы очень позитивно настроены, и если у тебя там какая-то проблема, ну, когда мы только, например, заехали, и у нас тут была проблема с дверью, мы пытались разобраться, соседи пришли, сказали, что если что-то вас будет вообще волновать или что-то, какие-то вопросы, вы обязательно к нам, говорит, обращайтесь, мы вам поможем, подскажем. И на улицах, да, все очень как бы видят, если с ребенком, то сразу, ой, какие вы замечательные. Но здесь в основном все разговаривают на английском. То есть, если они узнают, что я знаю английский, они пытаются практиковать его, поэтому все спокойно. На улицах, естественно, лучше знать испанский. А Энкаргадо у нас прекрасный, он принимает все мои посылки, расписывается за все, что можно. Ну, кстати, здесь Да. это из особенностей. Да. Если ты живешь не в хорошем доме, и у тебя нет Энкаргадо, то у тебя там любые справки, любая почта и что-то еще, там все пишут, что якобы там они к вам пришли, вас дома не было, ушли, идите сами за своими Получайте, документами. да. Да, здесь все эти вопросы решены. То есть Энкаргадо и посылки принимает, и письма, и какие-то документы пересылают, которые, то есть они все принимают и сразу сообщают, что придите, вам что-то тут пришло, там что-то заказали на Меркадо, как бы на этом. Вот, вам посылка приехала, заберите. О, я вспомнила забавность. Значит, у нас здесь есть кухня, которая арендуется для больших мероприятий. То есть, она стоит практически ничего. И, очень удобно большой компанией собираться. И также входит уборка. Так вот, первый раз я так беру, говорю, а где ложки, вилки? Вы же говорили, все есть? Да, говорит, дает список. И мы за каждую вилочку и каждую ложечку расписываемся. Я такая думаю, ну ладно. В общем, отгуляли мы корпоратив, скажем так. А все хорошенькие, почти час ночи, он говорит, стопы, а теперь мы все это сдаем. Я говорю, Инвентаризация. и да, мы 3 раза вилки считали. То есть там их должно было быть там условно 12 штук, их получалось 11, потом их получалось 13. Такой, нет, должно быть. Я говорю, ну вот же. Они такие, нет, давайте, все тарелки. Жесть. Ну, четко по списку, конечно, им же нужно как-то это проконтролировать, что вы вернули полный состав, либо вычесть, как бы, соответственно, да, недостающие элементы. И, кстати, Порядок, это порядок. Кстати, из таких Ну, не тоже после же корпоратива. история очень интересная. Мы купались в бассейне и познакомились с американцами. Вот. Ну и там разговорились. Они говорят, что вот мы решили переехать сюда. Мы такие, а зачем? Вы же американцы, вроде как у вас все хорошо. Слушайте, у нас, говорит, такой шутинг, говорит, столько стреляют, что мы, говорит, решили, что лучше мы, говорит, свалим. Но они из какого-то южного штата. Да, не, все же. Вот, что, говорит, в Аргентине гораздо безопаснее, чем у нас в Ничего Америке. себе. С Соединенных Штатов переезжают из-за того, что там небезопасно. Ну, вот конкретно эта пара, мы несколько раз переспросили, потому что, может, понял что-то? Да. Говорит, нет, у нас очень... Я на самом деле встречала достаточно, несколько, недостаточно много, пусть будет, несколько до 5 американцев здесь в ходе своей работы, и многие говорили о том, что они переезжают жить в Аргентину, и более того, даже отказываются от американского паспорта. Но это больше связано, конечно, с налогами и с тем, что, как бы, если бизнес международный, то, соответственно, просто... Но мы здесь видели уже европейцев с детьми, понятно, что рожденными здесь, потому что, навряд ли они там 2 недели ребенку и полетели. Да. Я на самом деле соглашусь, тоже подмечала такие интересные моменты с точки зрения дружелюбия. Вот буквально сегодня бегала, была на пробежке и бежала вдоль дороги, и, соответственно, там у нас строится в Палермо новое здание, и они отгородили часть, вернее, не часть, а всю пешеходную зону отгородили для того, чтобы какие-то строительные материалы вывести. Вот. И я, собственно, как бы бежала, остановилась, потому что не понимала, куда мне дальше бежать, так как прекратилась пешеходная зона. Посмотрела на проезжую часть, и они, видимо, как бы увидели мое смятение, что я не понимаю, куда мне дальше бежать. Либо на проезжую часть под машиной, либо как.
Ну вот, и сразу как бы все включились, то есть начали мне продемонстрировать сюда, как бы там и так далее. То есть, ну, Может, помогать. они тебя в другое место просто звали? Нет, как бы они показывали, да, что вот как бы вот то, что отгорожено, вот вам как раз здесь нужно пройти. И я удивилась, то есть с улыбкой и с таким дружелюбием, и прям вот, ну, вся строительная бригада, ну вот, и, в общем, мне это, конечно, тоже, вот, я поймала себя на мысли, что вроде как, с одной стороны, уже привыкаешь, когда долго живешь, да, в другой стране к каким-то вещам, а с другой стороны, вот важно такие моменты подмечать. Ну вот, то есть это действительно вот настолько приятно, что, казалось бы, люди, которые, ну, от которых ты не ждешь вот такого, не знаю, дружелюбия, такого внимания, и ты его получаешь неожиданно вот так вот в моменте, и day to day, и это во многом на самом деле проявляется. Ну вот, поэтому мне нравится. Мне этим очень, Аргентина. очень тоже понравилось. Здесь, ну, часто достаточно Uber'ом пользуемся, и иногда приезжают прямо на таких очень хороших машинах. Здесь, в принципе, машины, ну, то есть, что эконом, Аскетичные. что не эконом, да, в общем, может приехать полная развалюха, а иногда приезжают прям красивые машины, там, более-менее свеженькие, хорошие. Да. И если ты скажешь водителю, что там Линда Коча, он прям так Да. прям распускается, как фиалка, такой: правда, вам понравилась моя машина? Да. О, спасибо, спасибо. И прям вот он как ребенок радуется, и это вот такие неподдельные эмоции. Да. Ну, прям вот в этом смысле аргентинцы, они, если действительно радуются, то это сразу видно, что это искренне, и вот они сразу как на детей похожи в этой эмоции. Это очень приятно. Мне, кстати, кажется, что с аргентинцами очень легко играть в покер, потому что все написано на лице. Они не умеют этого скрывать. Ну да, в этом смысле считается, что женщина эмоциональная, особенно русские женщины эмоциональные, но если посмотреть на нашу няню, когда с ней говоришь, то есть это такая буря эмоций, прям вот любая какая-то там малейшая информация, если она не совсем из такого разряда как бы стандартного, вызывает у нее прям бурю эмоций, что как у вас там в России снег лежит? Как вы живете в этой России, если у вас там снег лежит? Ребята, расскажите, пожалуйста, о специфике жизни в Аргентине. Вот что есть такого специфического, что нужно учитывать, когда сюда приезжаешь? Наверное, вы в одном магазине никогда ничего все нужное не купите. Потому что если вы хотите вкусное мясо, это нужно идти в карнисерию, ну, в магазин мясной. Если вы хотите сыры, вот, пожалуйста, в отдельный магазинчик. Вкусные овощи, фрукты, вот, пожалуйста, вердурия со своими вкусными овощами и фруктами. То есть в супермаркетах оно вроде как есть, но по вкусу оно не то. Но даже взять табачные лавки, вот они так называются, табачные лавки, там продают сигары, марихуану и все. Сигареты продаются в киосках, они так называются киоски, там конфетки для детей, водка и сигареты. Вот. В супермаркетах тоже, кстати, нет отдела с сигаретами. Ну, я бы сказал, что все считают, что Аргентина — это самая европейская страна, но я бы так... В Латинской Америке. В Латинской Америке, да. Вот, но я бы сказал, что до Европы здесь очень далеко. И ну, вот из этого нужно исходить, что действительно здесь в одном кафе будет что-то одно хорошее, в другом что-то другое хорошее. Так, чтобы все было хорошо, вот такого не бывает. Даже если это Мишлен 5 звезд, как бы там условно там 3. Точнее, здесь есть 2 звезды. Хорошо, да. То там точно так же рандом, и сегодня можешь покушать очень хорошо, завтра это будет, ну, так себе. Мы нашли очень хороший ресторан, итальянский, вот, и взяли. Здесь очень практически нигде нет салата Цезаря. Он есть, но это не Цезарь. Это везде не Цезарь, это какая-то вот вариация на тему Цезаря, которая бывает совершенно отвратительная, а бывает, ну, более-менее отвратительная. Вот. Мы нашли кафе, в котором Цезарь был вот практически изумительный, как вот в хорошей Италии. Там же мы заказали стейк. Он оказался божественный. То есть нигде вот в каких-то специализированных ресторанах со стейками вот такого хорошего, такой правильной прожарки стейка мы не получили. Мы обалдели, начали всем рекламировать это кафе. Пришли туда сами через неделю. Цезарь был отвратительный, стейк был
отвратительный. И вот И апероль, разбавленный водой. апероль, разбавленный водой. И это очень хороший ресторан с очень большим рейтингом, с очень большими ценами. Вот, и вот в этом вот вся Аргентина. То есть здесь нет стабильности и качества, как в Европе. То есть здесь везде ты всегда играешь в рулетку. Сегодня тебе повезло, завтра не факт. И вот к этому нужно быть готовым. То есть это очень большой минус. Ну, если вы привыкли как бы к стабильности, в этом есть и плюс, потому что действительно к этому, если относиться как к приключению, то действительно получается очень забавно. Но вот я бы сказал, что вот это очень большая специфика, с которой нужно быть готовым встретиться практически каждый день везде. Это касается и ресторанов, и магазинов, и каких-то услуг. Ну, в общем, практически всего, что связано с повседневной жизнью. Ну да, сегодня уборщица протерла стол, а завтра, ну зачем? Когда дождь, может кто-то не приехать. В смысле кто-то? Нет, на законодательном уровне здесь можно не работать, если пошел дождь. Точка. Ну, это исторически как сложилось? Некоторые, ну, к примеру, метро на самом деле затапливает. То есть человек не может доехать, какие-то автобусы не ходят, еще что-то. Но снег и дождь, здесь никто не пойдет работать, потому что можно не работать, при этом зарплату не получат. Вот прям здесь снега-то нет, конечно. Ну да. Но если пошел дождь, то да. Но на самом деле мы столкнулись с погодой в аэропорту. Мы взяли билеты На Игуасу. на Игуасу. И как раз так получилось, что в наш вылет начался шторм. И, соответственно, мы смотрим онлайн-табло, просто все рейсы отменяются. Но мы приехали в аэропорт, сидим и ждем. И реально вот этот вот аргентинский рандом, наш рейс почему-то не отменили. Его перенесли на 4 часа. Нет, его не переносили, нам сказали сидеть, ждать. Да, нам сказали сидеть ждать, как бы мы говорим, если шторм, может, мы домой поедем, что сидеть-то? Говорит, сидите, ждите. И вот мы действительно прождали 4 часа, нам сказали, а ваш рейс полетит. Но летели мы так, что молились. Лучше бы не полетели, Вот наверное. почему-то наш рейс выпустили, да, взлетали очень страшно, как бы там поднялся сильный ветер, молнии, там вообще хлестал ливень страшный, но почему-то наш рейс вылетел. А вот, условно говоря, из 100 рейсов, которые были на этот день, вылетело там, ну, буквально там 5. Остальные отменили. И почему это так, почему одни вылетают, а другие нет, никто ничего не объясняет, и понять это невозможно. А самое прикольное, что когда мы летели обратно, мы опять же застали этот шторм, ну, мы всего были там на 2 дня отсутствовали. И когда мы уже летели в самолете, тоже было очень много отменных рейсов, нам тоже опять повезло, мы полетели. Пилот сказал, ребята, говорит, над Буэнос-Айресом ураган, поэтому, говорит, когда мы прилетим, хрен его знает, но вы, говорит, транкило, как-нибудь сядем. И после этого у некоторых началась легкая паника. Вот, и мы там действительно вот эти молнии... Но мы в другой аэропорт вообще прилетели в Да, мы итоге. прилетели в другой аэропорт, но прилетели, все было хорошо. Вы ощутили, что в Буэнос-Айресе безопасность как бы такая тоже своеобразная? И, например, в аэропортах какие-то есть места, где они не проверяют, например. То есть они допускают чуть ли не там до посадки людей, по сути, не проверяя их, не проводя их через рамку. Ну, у меня нет такого. Я знаю, что здесь в ручной кладе официально можно 5 литров на каждого человека принести. То есть не купить в duty-free, а просто с собой взять. Алкоголя. Да, 5 литров, ну, вина в основном, они так это позиционируют. То есть у тебя, может быть, там не оплачен даже, ну, ручная кладь, но 5 литров вина – это святое. Нет, ну с точки зрения там нашего вот привычного русскому человеку там досмотра, да, что вот ты там проходишь 10 там рамок, металлоискателей, там на каждом повороте стоит кто-то там, кто за тобой следит. Здесь действительно вот как таковой охраны и полиции в аэропорте нет. То есть ты спокойно ходишь, заходишь, особенно если это мелкий аэропорт там где-нибудь в Барелоче, там вообще, или в Лос-Андесе. В Лос-Андесе, Мы да. вылетали. это Мы просто- зашли, а оказывается, мы зашли уже практически в самолет. Такие, здрасте. Вот, да, с этой точки зрения, вот нам это непривычно, но это нормально на самом деле. Здесь гораздо больше вопросов к безопасности. Если ты действительно там телефон положил на стол в кафе, его с вероятностью там 99% у тебя уведут. Вот в этом смысле да.
Если это касается каких-то вот общественных там, Терактов или еще таких да, важных. то есть тут ничего такого нет, какие-то крупные скопления, никаких рамок, никаких детекторов, все очень мирно, все очень хорошо, все очень спокойно. Максимум, что там может быть, ну, какие-то карманники попытаются что-то плохо лежащее у тебя утащить. Вот. И в этом смысле это очень приятно и очень как бы расслабляет. Но с другой стороны, в городе действительно ты вот ходишь, и телефон нужно держать, как говорится, при себе. Потому что попыток очень много, и в чатах вот постоянно пишут, что сегодня у одного подрезали, завтра у другого, послезавтра у третьего. Ну, у нас по 2 телефона. Один домашний постоянный, второй То есть на выгул. это такая вот не совсем приятная особенность, да, но вот она есть, и с этим надо как-то жить. То есть свой как бы основной телефон всегда нужно хранить дома. А для прогулок по улице нужно иметь запасной. Я могу сказать, что на контрасте мы вчера буквально были в колонии, ездили на пароме. Тут Уругвай. В Уругвай, да. Тут очень непонятное ценообразование. Этот паром, он идет час, стоит, условно говоря, $100. Но это какой-то космический ценник по местным меркам. Но можно купить билеты на винодельню, туда будет входить и паром, и винодельня, и, собственно говоря, трансфер туда-обратно. Нет, подожди, там главная дегустация и еда. Да. Вот. И это будет стоить дешевле, чем просто купить билет на тот же самый паром. И дополнительно вот на контрасте Аргентины с Уругваем, вот там действительно ощущение полного релакса и покоя, что там телефоны на столике в кафе совершенно спокойно можно оставлять. И ну вот мы шли там поздно вечером в порт по очень глухим улочкам, и ощущение безопасности там, конечно, выше. Здесь все-таки вечером по глухим районам ходить В каком-нибудь районе Сан-Тельмо вечером. не очень Да. приятно. Или Лабоки. Ну и в целом я бы сказал, что вот мои ожидания от Аргентины, я действительно слушавшись, что это практически европейская страна, был более расслаблен, когда сюда приехал. И первое время так все-таки в тонусе нас страна держала, потому что кругом бомжи по вечерам, особенно если ты идешь даже в самых элитных районах, в центре города, и они там что-то у тебя спрашивают, что-то им нужно. И как-то это все так вот не очень создается такое приятное ощущение. А бомжи в парке, рядом играющие дети, рядом собаки, такой какой-то коллапс-хаус. Вот. С вами негативные случаи какие-то случались в Аргентине с точки зрения безопасности? Нет, с нами вот таких случаев не случалось, но, видимо, мы начитались и наслушались отзывов, и поэтому вели себя осмотрительно. Ну, то есть телефоны на стол не клали, и как бы... В местные вижи мы тоже не ездим. Совсем, да, глухие там бедные районы мы не заходили. Вот, но по вот именно тому месту, где мы сейчас вот находимся, это центр, это Альто-Палермо, и здесь даже бомжи очень интеллигентные. Как-то в самом начале я стоял, курил, подошел ко мне какой-то очень бомжеватого вида мужчина, что-то начал говорить, я ему говорю... Не понимаю, не говорю по-испански. Он говорит, а по-английски? Я говорю, по-английски, да, можно. Он такой, а не будет ли у вас сигаретки? Вот, я говорю, пожалуйста. А огоньку ли не найдется? Я говорю, пожалуйста. А откуда вы? Я говорю, из России. О, очень хорошая страна. В общем, мы с ним очень культурно по-английски поговорили. И, довольные собой, как бы разошлись в разные стороны. Вот, то есть такая вот специфика здесь есть. Какие у вас ожидания и с какими эмоциями вы будете возвращаться сюда, в Аргентину, спустя какое-то время? Ну, смотрите, самое главное, что страна нам действительно понравилась. И если не сидеть в Буэнос-Айресе, это все-таки Аргентина и Буэнос-Айрес — это две разные страны. Ну, вот как у нас говорят, Москва есть и Замкадье, да, где живут все остальные. Здесь примерно то же самое. Если брать именно Аргентину как страну, это безумно красивые виды, это безумно красивые ландшафты. Это действительно очень специфические районы, там один славится тем, другой этим. Там разные люди, они даже внешне очень разные.
И вот этот вот колорит, ну, вот всей Аргентины можно понять только если вы путешествуете по стране. Соответственно, мы хотим продолжить наше путешествие и, как уже говорили ранее, посетить оставшиеся локации, Фицрой. в которых мы Да. еще не бывали, посмотреть, как там. И на самом деле даже кухня, если вот сравнивать, ну, условно говоря, мы были в Барелоче, там есть вот патагонская форель, как бы, и это что-то божественное. То есть вот то, что вы купите здесь, в Буэнос-Айресе, в самом дорогом рыбном магазине или в китайском квартале, самую лучшую свежую форель, это будет все что-то не то. Ну и лосось тоже что-то не то. А вот там это действительно самая простая форель будет божественной. То, что здесь не купишь ни за какие деньги, хотя страна одна, и вроде как, ну, что там довести из Патагонии сюда, там, того же лосося или ту же форель. И барашек. И Ну, барашек там почему? Да, свежий. и там, кстати, там есть баранина, она очень хорошая. Она здесь тоже есть, просто она здесь замороженная. Ну и уже как теряет уже вкусовые качества. многие, наверное, смеялись, что в России аргентинские креветки это прям вот топ. Очень хорошее качество, они замечательные. Почему-то здесь аргентинских креветок хорошего качества не найти. Я их начинаю размораживать на куб. Видимо, да, их видимо, они все уходят на Я их начинаю размораживать, они воняют на всю квартиру. В этот момент я понимаю, зачем кухню делают отдельно, еще и с дверью, для того, чтобы размораживать креветки. Ну и в принципе, если для любителей рыбы, вот именно Буэнос-Айрес очень плохой город, потому что вот здесь, ну, найти хороший ресторан, где дают хорошую рыбу, это целый квест. Перуанцы. Только да, у перуанцев, наверное, можно найти. А если покупать в пескадериях как бы рыбу, то это прям вот такая лотерея, что и она портится, как пока ты ее несешь из магазина домой до холодильника, скорее всего, она уже испортится. Потому что как ее замораживали, как ее хранили, что с ней делали, непонятно. Знаете, есть в Аргентине такое понятие, как аргентинский рандом. То есть, что это означает? Означает, что если вы вчера пошли в ресторан, и вас хорошо накормили, и вы посоветовали его друзьям, то завтра вы идете с ними в этот же ресторан, И краснеете. вас кормят отвратительно, вот от слова, как бы, что вот было как бы черное стало белое. И вот так практически во всех отраслях экономики Аргентины. Если сегодня вы купили, там, условно говоря, хорошую футболку в этом магазине, там, этого бренда, то завтра вы можете купить, эта футболка расползется тут же. Вот это и на детских вещах мы прошли. Да. Что какая-то вещь удачная, а какая-то в хлам сразу разваливается на следующей неделе. И вот таких нюансов очень много. Вот самый красивый в этом смысле пример. Мы ездили отдыхать в маленький городок Карело. И там посетили прекрасную, ну, кофейню, наверное, там какая-то немецкая, там с какого-то 500 лохматого года. В общем, вся такая, в общем, в отзывах замечательная. Мы заказали там... Колибри везде летают. Да, там красиво. Заказали кофе кон лече и, собственно говоря, какие-то там круассаны. Или Нет, там медиалуницы. И нам приносят 2 кофе. Ну, во-первых, мы очень долго там сидели. Девушка одна приняла заказ, но забыла. Вторая приняла и что-то долго там как-то... Пошла спрашивать у второй, заказала ли она, та забыла ей ответить. Вот, в итоге они 3-й раз у нас приняли заказ, и только после этого они нам сделали кофе. Приносят 2 кофе, мы начинаем пить. Алла говорит: слушай, кофе просто говно, извините. Жидкое. Говорю: да нет, говорю, кофе прекрасный, вообще хороший. Она говорит: слушай, говорит, может, у тебя что, со вкусом не так? Я пью, говорит, просто можно вылить сразу. Я говорю: да нет, вот я же пью, оно замечательно, как бы идет, все просто хорошо. Вот, мы такие сидим, такие перепираемся. Она говорит: кофе говно. Я говорю: нет, кофе хороший. Вот, ну дай попробовать. Я даю. Да, действительно, у тебя кофе прекрасный. Я ее пробую. Действительно, можно сразу в помойку выливать. Одна и та же кафе, одна и та же кофемашина. 2 разные чашки с кофе. Да. Выглядели они тоже идентично. В этом выпуске я задала вопросы, которыми вы, возможно, интересуетесь перед прилетом в Аргентину, или же которые актуальны для вас, если вы уже живете в стране. Если есть темы и вопросы, ответы на которые вы еще не прояснили для себя,
Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях, и я обязательно прочитаю их и подготовлю новый материал. До встречи на канале «Аргентина на каблуках».